Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она не может оставить вас в покое? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Абсолютнейшее, знаете, вот ощущение идет разрушение. Это может быть разрушение жизни, разрушение жизненного уклада, то есть это и упадническое настроение, это перемена места жительства, перемена места работы. Сюда же можно отнести перемены в личной жизни, это тот же разрыв, развод. И вот в который раз у нас выпадает, что, знаете, как будто дом-работа, дом-работа. Вот единственная отдушина – это работа. Вы человек, я вам скажу, довольно неконфликтный. И то разрушение, которое произошло в вашей жизни, оно очень сильно повлияло и на ваше самочувствие, и вообще на какие-то ваши взгляды, мироощущения. Раньше вот вы немного другим себя ощущали. Могут даже окружающие вам говорить, что вот ты изменился, ты последнее время поменялся, ты стал другим. То есть вот это негативное событие, которое произошло в вашей жизни, скорее всего, оно проигрывается с женщиной. Это связано с женщиной, которую вы любили. Женщина, которая была для вас всем, да, вот если коротко сказать. Она была всем для вас именно, знаете, вот, как звездочка на небе, на которую вот просто молишься, загадываешь желание, вот, которую хочется беречь, холить, лелеять. То есть этот человек, который остался у вас позади и который, эта женщина, имею в виду, которая реально вот поменяла кардинально вашу жизнь. Причем поменяла, конечно же, в худшую сторону, потому что отношения разрушены, у кого-то семья разрушена. И сейчас вот вы остались, знаете, вот, вроде бы и один, вроде бы и есть и люди, а вроде бы и какое-то ощущение вообще какого-то хаоса может проигрываться. Вроде не знаешь, куда идти, куда бежать. Может проигрываться состояние, что хочется, знаете, вот закрыться ото всех. Еще раз повторяю, что это общий расклад, да, может у каждого по-своему проигрываться, но тем не менее, может также еще быть ощущение какой-то ненужности, одиночества, да, личной жизни на данный момент. Вот я не вижу как таковой рядом новой любимой женщины, абсолютно я не вижу, причем даже может быть, что, я бы сказала, не до личной жизни, потому что не то состояние и нет той готовности, нет той открытости к новым отношениям. То есть может, знаете, проигрываться и хаос в душе, может проигрываться состояние одиночества, может проигрываться нежелание вообще никаких отношений, потому что еще в душе и сердце есть бывшее. То есть смотрите, ребят, с кем резонирует, в каком плане. Вы по жизни довольно сильный мужчина. Но опять же, да, вот снова у нас повторяется из расклада в расклад. Да, вот знаете, в вашем окружении есть люди, которые всегда готовы прийти вам на помощь. Это могут быть и близкие, и друзья, даже, может быть, коллеги, с кем-то вы вот в таких дружеских, приятельских отношениях, которые всегда готовы подставить вам плечо. Вот единственная такая самая острая проблема в вашей жизни – это нехватка любимой женщины. Да, вы не готовы. Да, сейчас вы не будете пока вот на данный момент, вы не готовы к активным действиям, к активным знакомствам, к активным построениям новых отношений. Да, в вашем окружении есть женщины, которые симпатичны вам, да. Кто-то из вас, возможно, даже пытается, такие первые шажочки делать к знакомству. Но это скорее относится к тем, кто разошелся, уже такой более-менее давний срок, длительный срок уже одиночества есть. То есть немножечко поостыли от вот этих острых ощущений. Но у других же абсолютнейшее вот состояние, когда хочется просто закрыться, когда хочется побыть одному, это состояние апатии и так далее. Но вот то, что нет любви, знаете, вот в душе
Вот вы такой человек, на самом деле вам очень хочется любви. То, что вы не готовы, это другое дело, да? Но в душе вот острая нехватка, и может даже быть то состояние одиночества, которое есть внутри вас, как раз оно из-за этой нехватки. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад, почему же она не может оставить вас в покое. Так, ну, сразу у нас пришла предательница. Это женщина, которая либо обманула, предала вас. Скорее всего, это были либо же семейные отношения, семья, либо это длительные, стабильные, может быть, гражданский брак у кого-то был. Но, скорее всего, я склоняюсь, что это человек, который однозначно изменял. Может быть, просто не все из вас в курсе дела были. Женщина, с которой вы либо же жили семьей, либо вы хотели вот-вот построить семью, и даже детей хотели от этой женщины. Но знаете, вот почему-то у меня складывается такое впечатление, что когда вы с ней жили, особенно, я думаю, вот, ну, в последние, может быть, годы, когда отношения начали портиться, такое ощущение, что она вас, ну, грубо говоря, загнобила просто, знаете, вот как будто вот посадила на какие-то, знаете, вот ограничения, что ли, когда человека опускают, когда человека унижают, да, когда позволяют себе, что хочу, то и делаю, что хочу, то и говорю, ну, то есть она себя так вела, знаете, что, ну, я думаю, очень и очень неприятные ощущения, осадок у вас у многих остались. Вы же, в свою очередь, ну, как бы там ни было, несмотря на то, что натерпелись вы сполна с ней, я вам скажу, что может даже проигрываться, вот когда вы были вместе, у вас было такое, знаете, вот даже не знаю, вот какое слово подобрать, но состояние, когда, знаете, вот хочется сказать, я задыхаюсь в этих отношениях. Вот как-то вроде бы и женщину не хочешь терять, а с другой стороны ты чувствуешь, что ты задыхаешься, что вам все тяжелее, все сложнее, да, когда все больше конфликтов, когда все больше недопонимания, когда ты понимаешь, что тебя все больше унижают и просто считают пустым местом. То есть такое, знаете, ну настолько некомфортное у вас было состояние с этой женщиной, что ну, я даже не могу такие, знаете, культурные слова подобрать. Я не хочу никого обидеть, ну честно, ну одни нецензурные слова у меня почему-то крутятся на языке, ну просто я так смотрю на это все. Человек, который унижал и позволял себе до такой степени, она позволяла себе с вами то, чего ну, априори не может быть в отношениях нормальных. Вы, скорее всего, даже тянули и детей на себе, вот у кого есть дети, да, вот вы тянули все на себя, взвалили. Однозначно, вот она загубила, ну как загубила, я не могу сказать, это громко сказано, прям загубила, но она реально вот, не зря у нас вот по башне в начале выпала, но реально разрушила вашу жизнь, по сути, да. Понятно, что жизнь продолжается, но в каком-то смысле жизнь разрушена, да, разрушены обманутые надежды, все разрушено, то, что вы хотели, то, что вы строили, то, что вы планировали, да, может быть, долго и счастливо прожить с этим человеком. Она это все срубила на корню просто. Итак, так, сейчас поправлю камеру немножечко. То есть такой человек, ну, которого, ну, честно, вот такую партнершу и врагу не пожелаешь. Давайте-ка посмотрим, почему же эта распрекрасная мадам не может оставить вас в покое. Как она поживает. Почему-то вот хочется сразу сказать: спасите, помогите. Вот у нее проигрывается сейчас такая ситуация, что, да, вот ей нужна рука помощи. Вот, знаете, вот человек, который живет, полагаясь всегда на других. Вот она всегда опирается на кого-то. Раньше были вы ее палочкой-выручалочкой, раньше вы были добытчиком, да, и мужем, там, отцом, любовником и так далее. Ей постоянно нужен человек, который будет, помимо того, что вот кружить и все ее хотелки удовлетворять, ей нужна опора. На самом деле, вот несмотря на то, что она хочет показаться
такой сильной, да, такой самоуверенной, холеной дамочкой, эгоистичной. На самом деле она очень слабый человек, вот внутренне она очень слабая. Заметили вы это или нет, напишите в комментариях. Но вот знаете, может быть, даже, смотрите, допустим, ситуация какая-то, ну, житейская, даже бытовая. Если что-то серьезное, там какая-то проблема возникает, она может даже теряться, у нее может быть паника, она может становиться какой-то вспыльчивой, агрессивной, потому что она не может управлять ситуацией, она не знает, как решать серьезные проблемы. То есть ей всегда нужна поддержка и опора. Вот морально, душевно она очень слабый человек, и я бы сказала, ну не особо такая она в этом плане подкованная вот в житейских делах. Ей нужно такого мужчину всегда, чтобы она чувствовала себя как за каменной стеной. Но вот почему-то вашу каменную стену она разрушила. А теперь она не может все равно отстать от вас. Она под тем или иным предлогом все равно пытается как-то выйти с вами на контакт. Она пытается то денежку попросить, то помощь попросить, может быть, что-то отремонтировать, что-то через детей могут быть манипуляции. Причем вот она, знаете, живет, она полагается на судьбу всегда. И она почему-то вот решила, что судьба всегда к ней должна быть благосклонная. Она всегда думала, что вот по судьбе она будет такая фартовая, удачливая. Но не тут-то было. Я не вижу такой удачи у нее прям. Ей хочется, да, ей хочется любви. Посмотрите, она всегда ищет сильных мужчин. И морально, и физически, да. Ей хочется любви, но она ее не находит. Почему она не отстает от вас? Да, рука помощи ей нужна. И я вам скажу еще такой момент, который, может быть, даже удивит вас очень сильно. Вот это касается тех из вас, которые тем или иным образом еще общаются с вашей бывшей. Я вам скажу, что у нее до конца не прошли на самом деле чувства к вам. Это могут быть какие-то остатки чувств, остатки привязанности, да, привычки, какая-то вот, ну что ли, симпатия. Да? Это не те безумные чувства, когда были в начале отношений. Нет, конечно же. Но то, что чувства еще остались, это однозначно. Плюс, смотрите, еще осталась ревность к вам. Она очень не хочет, чтобы у вас появилась новая женщина, и чтобы вы были счастливы с другой, тем более, чтобы вы не женились на другой. Ее просто жаба задавит. Она на самом деле, я вам скажу, она вообще по своей природе, она очень услужливый человек. Но она услужлива очень так выборочно, что ли. Вот если ей от кого-то что-то надо, она будет и прогибаться, она будет и белая пушистая, она такую масочку добропорядочности оденет, что ну, вы просто ее не узнаете. Ну, конечно же, человек материально ориентированный, человек, который очень любит деньги, который ценит деньги. И вот она не может отстать в покое, ну, оставить вас в покое, потому что, во-первых, у нее нет сейчас стабильной такой личной жизни. Я абсолютно не вижу, что у нее есть такие вот серьезные, стабильные, длительные отношения. Да, периодически у нее есть там пара-тройка мужчин, да, от одного к другому она прыгает, но это все не то пальто абсолютно. Причем в ее жизни вот грядут серьезнейшие перемены. Кружите меня, кружите, да? Смотрите, в ее жизни может даже появиться большая любовь, но она ее упустит. Вот она упустит, потому что она как была вот, ну, предательницей, по-другому уже, извините, я не могу ее назвать. У нее появится через какое-то время даже мужчина, но она и ему наставит рога. Она и ему изменит, потому что ну, человек уже не умеет по-другому. Смотрите, она от вас не отстанет, пока она не встретит нового мужчину. Во-первых, она надеется, как я уже сказала, на вашу финансовую помощь. Тем или иным образом она будет под разными предлогами подлезать к вам, чтобы вы на что-то денежку дали, что-то оплатили, да, где-то помогли, какие-то проблемы решили. Опять же,
Это не по большой любви. Да, есть какие-то остатки, отголоски чувств, но это немножко не то, о чем мы все мечтаем. Плюс вот эти вот выгоды, да, помимо денег, какие-то выгоды она ищет. Плюс, я вам скажу, еще у некоторых может проигрываться нехватка вот этих всех интимных страстей. Она даже не прочь у некоторых из вас, даже не прочь иметь вас временным любовником, так скажем. Напишите в комментариях, согласны ли вы быть любовником бывшей. Конечно, я думаю, что нет, большинство откажутся, потому что, ну, не на помойке же себя нашли. Поэтому смотрите, она будет вас, знаете, держать про запас, так сказать, ради денег, ради какой-то выгоды, ну и плюс, конечно, ради кекса, ради ее любимого кекса, который она так любит, да? Все понимают, о каком я кексе говорю. Вот. У нее может быть любовь, но опять же, вот она ее потеряет. Она потеряет, и она опять останется ни с чем. У нее, знаете, как замкнутый круг. Она как будто вот, ну реально карму свою отрабатывает. Вот она отрабатывает, ну немного не туда она пошла в своей жизни. Вот не будет у нее того достатка, у нее не будет того счастья, о котором она так мечтает. Просто из-за своего характера, из-за своего какого-то, ну, неумения любить, что ли. Она вот по жизни привыкла использовать людей. Ей хочется любить, ей очень сильно хочется любить, быть любимой, но она не умеет любить. Да, это может быть, опять же, и родом из детства, это может быть та же психотравма детства, может быть, родители ее неправильно воспитали, либо же она видела, что ее родители очень плохо живут и плохо общаются между собой. Ну, то есть такой отпечаток своего рода. Вот она снова пойдет по кругу, вот у нее появится довольно сильный, стабильный мужчина, но она ему наставит рога и будет снова сидеть вся в шоке по колено, потому что снова куда бежать, что делать, снова денег нет, кекса нет, ничего нет, понимаете? Поэтому, ребята, ну не нужно быть запасным вот этим аэродромом, который используют чисто в своих корыстных целях. Пусть эти самолеты улетают куда-нибудь и приземляются на другую взлетную полосу, да? Поэтому будьте бдительны, не слишком не ведитесь, если бывшая будет вам вот рассказывать. Может быть, даже, конечно же, включить вот эту вот ее любимую актрису, великую актрису, которая она может быть ради своей выгоды. Естественно, она может вам и про любовь петь, и рассказывать, как она скучает и так далее. Просто чтобы своего добиться. Это отголоски какие-то вот, отголоски привязанность, отголоски там, чувств каких-то, да, потому что если люди довольно долго проживают вместе, то, конечно же, есть своего рода привязанность. А если появляется новый человек, то эта привязанность просто улетучивается. Поэтому будьте осторожны, не ведитесь на это все. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!